Эмма жила в небольшой съемной квартире в Портленде и в один из дождливых осенних дней получила письмо от нотариуса. Из него она узнала о смерти своего деда, Генри. Прошло уже несколько недель, но новость все равно отозвалась болью и чувством вины. В детстве он был для нее самым близким человеком. Лето в его доме на окраине маленького поселения, запах древесины, долгие прогулки у леса. Со временем взрослая жизнь вытеснила эти воспоминания, и визиты прекратились. В нотариальной конторе Эмма узнала, что основное имущество деда, деньги и городской дом перешло его племянникам Сэму и Марку. Ей же достался старый деревянный домик за пределами Портленда, почти заброшенный и давно не ухоженный. Это решение показалось ей странным и обидным, но оспорить завещание было невозможно. Через несколько дней Эмма решила поехать туда, не ради продажи, а чтобы поставить точку. Дом стоял на самом краю бывшего поселка. Он был ветхим, холодным и пустым, но внутри все еще хранил следы прошлого. Старые фотографии, простая мебель и знакомая с детства тишина неожиданно всколыхнули забытые чувства. Осматривая дом, Эмма нашла тайник под половицей. В нем лежала небольшая шкатулка с письмами, семейными фотографиями и запиской от деда. Из нее стало ясно, что он сознательно оставил племянникам то, что они хотели, а внучке — то, что имело настоящую ценность. В тайнике также оказались его настоящие сбережения, которые он скрывал годами. Эмма провела в доме весь вечер, перечитывая старые письма и постепенно осознавая, что получила не просто наследство, а напоминание о том, кем она была и кем хотела бы снова стать. Этот дом стал для нее возможностью остановиться и пересмотреть свою жизнь. Позже она отремонтировала его, сохранив старые вещи и семейные фотографии. Дом стал ее убежищем от городской суеты. Часть денег Эмма направила на помощь другим, так как когда-то поступал ее дед. Со временем она поняла, что истинное наследство заключалось не в деньгах, а в памяти, любви и шансе жить осознаннее. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.